Да, алло, 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 всем здрасте, здрасте. Это прямой эфир, не повтор, ни хрена. Это прямой эфир, господа, здравствуйте всем еще раз. Месячный перерыв уже закончился почти для меня. Да, никуда я не пропал, я на месте. Так, ну что ж, сегодня очень такой знаменательный день в игровой индустрии. Поскольку E3 больше не проводит свои мероприятия. На замену пришел Summer Game Fest, который проводится ежегодно, примерно в начале июня месяца. И вот уже Summer Game Fest уже это 4-е шоу. И впервые с 2020 года там будут находиться зрители после COVID-19. Да. В прошлом году был онлайн формат, но зато в прошлом году помним всякие, возможно, крупные анонсы. Например, порт Last of Us, часть первая на ПК. Да, и такое было. Но старт, конечно, немного провалился из-за того, что подвезли плохую оптимизацию. Но все же. Так. Еще стрим потихонечку сейчас настраиваем к просмотру. Да, всем еще раз добрый вечер. Кого я вообще не видел. Да, приятно снова находиться на своем родном месте. Снова надо возвращаться к регулярным стримам. Ну, за счет того, что сейчас уже лето, поэтому такие вот ранние стримы примерно с часиков с 8 вечера, может, из 9, может, и не будут, но как по времени у меня будет, потому что сейчас уже одни дела лишь появились, поэтому уезжал куда-то? Нет, я дома был. Был дома, брал перерыв от стримов. Загружал на Twitch канал свои старые прохождения на Twitch после недавнего своего инцидента, скажем так, по моей тупости. Да, сейчас лето, блин, одни лишь домашние дела.
Да, наверное, все-таки стримы, если будут, наверное, в ближайшие дни, а возможно завтра будет, наверное, все-таки с часиков 9 вечера, может, полдесятого будет. Надо Марио добивать, а потом уже к другим играм, которые вот планирую там на следующем месяце, и, может быть, и в августе. Перепройдем, наверное, Ratchet Clank на PS4. А там уже будет порт Rift Apart. Когда-нибудь, возможно, будет бесплатные выходные с игрой Street Fighter 6. Ну, не думаю, что в ближайшие дни точно, но месяца так через 2, наверное, будет. Можно оценить этот успешный файтинг. Там как раз персонажей хватает сразу же. Можно всех опробовать. В игры особо не играл на своем перерыве. Ну, кроме одной игры. Там иногда по вечерам в первую колду. Ну, точнее, Modern Warfare новый. Не второй, а первый. А во все остальные игры как-то, ну, не было желания в них поиграть. А Apex я пока забил совсем. Даже вообще прям желания нет в него играть. Трудно очень теперь. А Fall Guys то же самое. Хоть и добил этот Battle Pass, но что-то тоже типа тоже желание пропало. Fortnite я вообще не запускал. Warzone 2 тоже не запускал особо. Rocket League я уже полгода как в него не играю. Здорово, Гаррет. А зато себе клавиатуру купил себе механическую. Я, по-моему, в телеге своем писал. То, что я себе новую клаву взял. Да. Все-таки зародилась Принц Персия. Потерянная корона. Вот это новость, конечно. А, еще видео недоступно. А, Цвай, ё-моё. Композитор-то. Композитор Цвай, который еще к Battlefield 2042 трек писал к CGI-трейлеру. Сейчас вообще видео удалили. Ну, видать. А там же Ubisoft числится в списке спонсоров. Так что, возможно, анонсируют прямо на шоу. Вот так неожиданность.
А вы не слышали щелканье клавиш? Да потому что, наверное, фильтры стояли, поэтому не слышно было. Блин, как же я балдею с механической клавы. Вообще прям пушка. Удобная, компактная, вообще прям зашибись. Вот вчера еще анонсировали первое DLC к новым черепахам. Shredder's Revenge. Да, когда-то будет в 23-м году. Будет новый персонаж. Будет новый персонаж. Усаги Юджимбо. Новый режим. Не знаю какой, но скорее всего, судя по трейлеру, какой-нибудь survival мод, возможно. А, смена цветов будет у черепашек и не только. Поэтому надо только ждать. Усаги. Возможно, кого-то еще. Кого-то еще добавят. А называется Dimension Shell Shock. Это обновление. Не, ну интересно. Надо только подождать, конечно. И когда выйдет DLC, точно. И с какой ценой? Ну, если оно платным будет. Но я уверен, что оно платным и будет. Как это было с Streets of Rage 4. Этот DLC-контент Мистер X Nightmare. Офигеть, вот ровно год спустя, как раз, ну, ровно год назад анонсировали дату выхода этих черепашек, как раз именно на Summer Game Fest. Прошел год, а игра из списка Game Pass уходит из подписок. Вот это неожиданность. Год прошел, и игру убирают из Game Pass. Интересно, кого бы еще добавить персонажа в новых черепах? Карай? А, но это из комикса 2003 года, насколько я знаю. Но кролика добавляет. Кролика был в мультфильме.
Так, подождите, надо сейчас стресс-тест надо сделать. Я вот, говорят, тоже про это думаю. Была ли она в 87-м году в этом в мультике первоначальном? Поскольку я знаю, что в этом мультсериале 2003 года была точно. Так, еще раз. Угу. Так, ну скорость загрузки позволяет стримить, точнее смотреть и стримить сразу. Может диск или нахуй, а я не знаю. Как бы нам друг другу не спойлерить, ну, типа, допустим, у тебя стрим раньше, ну, идет быстрее, чем у меня там секунды на 2-3 там, например. Я не знаю. Да можно, чё б нет-то, блин, наверное. В прошлом году-то вроде ничего, ладно. Сейчас я зайду. Тем более еще осталось там 4 минуты до начала. 2 часа кайфа. Blasphemous 2 выйдет 24 августа, теперь это официально. Так, я захожу. Здорово, ебать. Здорово. Чё, как оно? Да ничего, сейчас будем наслаждаться, наверное. Праздник игроманов, блин, ежегодный. Ну, я бы как бы ожидания понизил бы. Ничего не ждешь и ничем не разочаруешься, короче. Там еще в час ночи будет этот Devolver. Девольвер. Ну, я не знаю, что там интересного будет так-то. А мне от Devolver нужно только как они, блядь, хуйней страдают и все.
что там анонсируют вообще, поебать? Hotline Miami 3. Да все, что в душе угодно может быть. Так, у тебя что там по времени? Сколько? 53, 52, 51, Минуту 50. 50, 49. Ну, ладно, секунда разницы. Синхронизация, скажем так. Водички налить, пойти. Сейчас надо еще вот так все сделать. Надеюсь, будет не как на PlayStation Showcase. Ну, не знаю. Так, все, чатик убрал, чтобы ничего не преградить. И заранее скажу, что Twitch награды тоже отключены. Ну, временно. Не знаю, честно сказать, если вкратце, от Mortal Kombat 1 ничего не ожидаю. Если будет точно такой же движок, как в 11-м, блин, какой смысл тогда его покупать за $70? Нахрен. А вот в анонсе Tekken 8 я, наверное, жду. Там как минимум, наверное, будет, если слухи будут правдивыми, анонс закрытого бета-теста, и все. И, возможно, новый перс будет анонсирован. Ну все, поехали. Summer Game Fest 2023. Троекратно переваренный кал. Please welcome to the stage the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Наконец-то зрители со времен COVID-19. Давай, Жофа, рассказывай. Hello, everybody. Welcome to Summer Game Fest. We are in person, and today we've got a look at what's next in video games for you. We are live here in Los Angeles at YouTube Theater, and it feels so good to be in person with a live fan audience for the first time. Так, чат, звук нормально. Комментаторов тоже. Я надеюсь, что да. When I started Summer Game Fest back in 2020 from a spare bedroom, I never imagined it would grow into this. Today, the video game industry has come together to show you what's next. This Небольшая буферизация у меня была. is a cross-industry showcase. Неприятный старт для меня. One thing hasn't. There are a lot of great games in development, and our singular goal today. Да, блин. Mortal Kombat 1 покажут. Ау. It delivers, don't worry. Ну да, геймплей. Или помятый, ну как бы... Alan Wake 2, Дедушка the постарел. reveal of Fortnite's next season, and yes. Так, подожди, я вот так сделаю. Ой, говорит, в конце будет просто ебать. Что-то в конце покажут охуенное. Если Его... это Дима, блядь. Гард, его это кого? Кого его? Тебя, наверное. А, вот и принц Перси. Ну да, это удачная, копеечная плота.
А, у меня на максимум. Our kingdom is cursed. The prince has been kidnapped and taken to a forbidden land. Ладно, давай вот так. All hope rests with us, the immortals, to rescue him and save the empire. But we weren't prepared for what was coming next. Да, давайте рыбчагу в принц Перси запихнем. Then again, they weren't prepared for me. Принц Перси. Ну, видишь, рыбчага, а современный принц. Да, хуйня. In these times of darkness, hope is the only thing that keeps us fighting. I will fulfill my destiny and save the kingdom. 18 января. Ебать. Долго рожали возродить серию. Ну как бы для такой игры я думал, через месяц выход там или уже сейчас. There's a little surprise. Prince of Persia Очень долго, да. for a brand new action adventure platformer in the iconic С series. другой стороны, ну with это deep хоть combat, что-то, some блядь, о huge принце. Да боже, интернет, ну. boss fights, and of course, incredible platforming puzzles. Попробуй and через animation, YouTube посмотреть. bringing a modern take on Да the не, legendary мне franchise. со скоростью должно быть все All нормально. right, let's move along to another iconic video game franchise that just celebrated 30 years. That's right. 30 лет, Mortal It's Kombat. time for Mortal Kombat 1. Ей. Ну что ж, старый движок 11 части геймплея. It has been 4 years since MK11, and ever since Ed Boon and the team at NetherRealm have been hard at Где work Шаолин on the most Бокс 2? ambitious Так, MK сука. yet that Ща. reboots the series into a new era timeline. And it's coming this September. Everyone has been asking, what does it look like? Who's on the roster? How do the new cameo fighters work? Well, now it is time for combat. No spoilers, but this video is literally insane. Here is an extended first look at the story, gameplay, and yes, of course, the fatalities. Фаталити включено Mortal Kombat 1. в геймплейном Let's do it. трейлере. Поехали. О, бы было Первый странно взгляд. показывать им сейчас. Ну это ж корона фишка. I have had enough of you. Then go before I put you down. Да я не верю, что это старый движок 11 части. Точно так же все выглядит. Ну, анимация, О. мувит и прочее, все абсолютно. Для меня, как человек со стороны, все абсолютно такое. Нахуй это не нужно, когда есть Street Fighter. Come. There are other champions, I must gather. What do you want? Джонни Кейдж. It's my family blade. Sento's mine. О, And I Такеда, won't что ли? give it up without a fight. А, вот и камео работает. X-Ray никуда не убирали. А, в натуре, может, и кинши. О, понятно. Okay, let's go back to one here. Who are you again? Lord Liu Kang, protector of Earthrealm, god of fire. Подождите, а были воздушные комбо в 11 части? You have skills, Raiden, but you're inexperienced. Whatever experience I lack, I make up for in heart.
Да, она как камео будет, что ли? Да. Тут сразу видно камео. Фаталити, походу. Помойку, блядь. If your disease becomes known, you will be banished. I only want what's best for you. Or do you secretly covet my throne? Удивительно, что страйкер в игре есть хоть в каком-то виде. Ну, и с третьей части. Жестко. Ну, анимация добывания клевая. О, классика. В нашей крови. О! I mean, that was pretty good, right, guys? Now, I'm sure you have many questions about what we just saw, and to tell you more, I am so honored to welcome to Summer Game Так, Fest ну сейчас Эд Бун выйдет, все расскажет. a man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon! Объясни, где мой Шаолин Монк, сука? Congratulations. They love you. All right. Well, Ed, first of all, thank you for that incredible world premiere. We got to see all of the gameplay of MK1, and everyone just wants to know more about this because, first of all, this is it's MK1, right? It went from 11 to 1. So tell us about this. Is it a new timeline? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into a fire god, right? And he created a brand new universe. And this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so Sub-Zero and Scorpion are brothers now, and there's all these things that were rivalries before are now allies, and so mixing the whole thing up. So we're just kind of rebooting, and that's what the 1 is for. Well, it looks incredible. Everything we saw there was, in-game gameplay. The cinematics look incredible. I know the team has been working for 4 years on this, but the thing we got to talk about are these cameos, because we saw some pretty amazing stuff there. Now, so tell us, how does that work? You have your sort of your main, character that you'll pick. Ну, как Эд Бун сказал, что в новом переосмысленном Mortal Kombat они будут братья. Normally in a fighting game, you'll see a roster, basically, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters, which are a whole new, completely different fighters that are the cameo fighters. And these fighters actually, they will join the fight. But they, a lot of blank squares there. Yeah, so it's kind of like imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay. So you can basically combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where you see. That's where the player's kind of imagination comes in, and they can actually customize it for what they like seeing. The best team ups. Well, so how does that work? So you're in gameplay, you have your main, you have your cameo. How do you summon them? Is it time-based? Кстати, переход красивый. It's not a tag team thing, right? Yeah, exactly. And you're Мне больше нравится, что у Сони them. классический Just one костюм. button pushes basically. Так, but they have a variety, so you can go, логично. towards and it'll do Камео a уже. different move. Push it with down, it'll do a different move. And so the combination. Oh, I see. So you can bring them in a combo. Almost. Exactly. And you see, there's like a meter up on top, which is basic. That'll limit it, so you can't obviously fire them
indefinitely, but you can call them pretty much whenever you want, and they have, like in the middle of a combo, they'll have a lot of basically a whole arsenal of their moves. So Sonya, you saw come out there. Sometimes you'll see them appear twice in there. Amazing. So time-based, they come out, and then obviously as you go through, you revealed some of them there, but is it a different set of characters that'll be in the cameos? Are there some repeats from the main roster? How will that work? Yeah. Some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster fighters. You can play Sub-Zero with Sub-Zero, right? Same thing with Scorpion. But a lot of our cameo fighters are kind of like nods back to our first game. So you'll notice Sonya and Kano and Jax are in their kind of older costumes. And so there's a lot of that novelty. We have a lot of like really surprise ones. I think you guys saw Goro. Yes, Goro popped in there. Yeah. Exactly. So there's a lot of like kind of really digging into the old Mortal Kombat games as far as getting, we really love the novelty of it. We really want the cameo characters to feel, kind of nod to the old games. Well, speaking of nodding the old games, let's talk. You confirmed, I think, or it's at least known that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in this game as Johnny Cage, right? Is that true? Yeah. That was, people don't know the story. I mean, Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat, so he finally is now part of it? It's a huge first full circle moment. The first Mortal Kombat game, we originally wanted to be Van Damme, the video game, and that never really worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. We were this close, like 4 or 5 times. And so finally we got him, and he's doing the voices, too. Wow. So you're going to hear Jean-Claude, his voice doing Johnny Cage lines and stuff like that. We're really excited about it. Wow. Well, I know the team has been working so hard in Chicago to build this through COVID, and it's coming out in September, so we don't have to wait long, right? That's right. This has been a very difficult secret to keep over the last 4 years. And so, but we could not be more excited in terms of getting players' hands on it. And, throughout the summer, we're going to be showing a lot more content, a lot more characters, a lot more cameo characters, so there's a lot of reveals that are coming up. Amazing. Well, Ed, thank you so much for giving us the first look at MK1. As you said, this weekend people will be playing it, press and media, so we'll be seeing lots more coverage, lots more characters to reveal on the main roster and cameos. Ed Boon, thank you so much. First look at Mortal Kombat. Awesome. Thanks so much. Amazing. So excited about that one. All right. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grinding Gear Games, who have faithfully been updating and patching the original PoE since its release in 2013. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years, but that changes right now. Here is your first look at a raw gameplay capture from Path of Exile 2, a sequel that pushes the engine and gameplay to a new level. Where are the guards? Hey you! What's going on? Ну, графоню сахули. Рам, ты там не уснул? Не, я смотрю. Ну, возможно, игра на новом движке будет, так что... Ну, вообще, это как бы не совсем вторая часть, хотя ее так называют. Это будет как Path of Exile 2.0, скорее. Это как гигантское дополнение к первой. Так, обновление к Street Fighter 6. Не, хороший старт файтинга, я считаю. Ну, самый высокопродаваемый файтинг, нет? Или быстро продаваемый? Стоп. Новые скинчики, Battle Pass. Давайте, покажите. I am the advanced artificial intelligence, Leviathan.
Чего, урю пушку, что ли? А, это, блядь, этот самый экзопраймал, что ли? А, ну, да. Да, экзопраймал кросс Street Fighter. Экзопраймал, которая первая игра за долгое время у Капкомов, которая провалится в продажах. Абсолютно не верю в эту игру. I'm guessing Ryu from Street Fighter facing off against a dinosaur probably wasn't on your bingo card for today's show. That Street Fighter Cross Exoprimal collab will launch in the fall with the game coming out on July 14th. But guess what, guys? That may actually not be the craziest collaboration on the show today. Check this out. Ну что, Русский, значит идем в Патч Вокзал 2, да? Shape the fabric of reality, transforming everything you may think you know. Никола Кейджа. Персонаж DBD. Так его же анонсировали еще 2 недели назад. That's right. Nicolas Cage is coming to Dead by Daylight in July. I mean, I don't know how these things happen, but Но надо еще раз напомнить. Я понимаю, если бы он был бы одним из монстров, ну, злодеев, но он, по-моему, выживальщик. This man's bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more than 4 decades of incredible films. Please join me in welcoming to Summer Game Fest. О, Николас Кейдж? Действительно. Ебать! Побрился? Ебать! Охуеть! Thank you, everybody. Thank you. Happy to meet you. Nick, I gotta say, welcome to the video game world. Oh, wow. Yeah, thank you. I'm so happy to be invited to your very, very cool club, everybody. Finally, I mean, I gotta say, this is such a crazy, unexpected collaboration. I gotta understand, how did this come about? I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite, maybe he'll be in a Hideo Kojima game, but Dead by Daylight, I mean, how did this happen? Well, it's a museum of horror, right? Yes. And when I make movies, one of my favorite genres is horror. And in this, and in ну он только что сказал, что любимый жанр это хоррор. Ghost named Sadako, who I think is amazing, and she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Okay. That's what, yeah, I mean, that's what's fun is you're playing one of the survivors in this game, and it's cool that, you know, it really is this museum of horror. Michael Myers, you said all these different characters all coming together. And you play yourself, or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. He's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your 3 other teammates who are survivors with you, and it's teamwork. You're working together to pull through. And I like that. And so that was a large reason for wanting to do it as well. That bonding with your friends. And you're fully in for this. I know we heard your voice in there, so you recorded lines for it and everything? See, I want you to know when you're playing the Nick Cage survivor, I even have, when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of a sigh, whatever it is, it's my voice, so that we are fused. All right. Fully method, Nick Cage. I love it. I mean, this is so fun. Ой. This game, as you said, is such an awesome kind of, you know, collaboration with so many different characters. For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video game Somebody very important in my family is a Dead by Daylight enthusiast, and that really put the hook in, pun intended.
See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. Yeah. I'm always looking for new adventures. So Ну, this кстати, to me was да. like, wow, I can Кейдж, make по-моему, вообще в a играх whole нигде new никак не audience, meet a светился. whole new audience. Я, and допустим, не branch out припомню. and Ни go on ни this Dead by озвучки, Daylight никак adventure. вообще. I didn't say, it took me nothing but a split second to say yes. And speaking about split seconds, what, excuse me, what I noticed, excuse me, sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's move. So that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Well, we love having you in the video game world. We want to see Nick Cage in more games. Thank you. Thanks, guys. Nick, thank you so much. Hopefully the first penny. Nicolas Cage, great to see you, man. Awesome. There you go. Lock it in. Now, for all of you who want to play Nick Cage in Dead by Daylight, the chapter officially comes out on July 25th on PC and console, but PC players can try it earlier. Так, обновлю задержечку. At Nicolas Cage in Dead by Daylight. На самом деле, кстати, его зовут Николас Ким Коппола. И да, он Да. родственник того самого Копполы. Ну, конечно, моделька. Да, блядь, вот это Dead by Daylight, какую бы, блядь, игру на коллаборацию не взяли, блядь, все уродство получается. Ну, игра ж старая. Ну, как бы все равно. Обновите движок, что-нибудь сделайте. Вот то Леона добавляли, просто пиздец. Да, вообще, кого угодно подобавляй, все получаются уродами. Все, Кейджа увидели, можно его оффать. 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations, and later this month, Season 3, Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Третий сезон Ведьмака. Сейчас трейлер, блядь, третьего сезона будет? Да. Генри Кавилл. Кавилл, что там по Вархаммеру? Ты обещал. Volume 1 debuts on June 29th, only on Netflix. Get ready А я to watch покурю. world Ну, premiere of иди. our brand new trailer. Нахрен это тут, но как бы Ну, в да. Твиттере заявляли это. Надо как-то прорекламировать сериал. На Summer Game Fest, хз. Надо ли? Ну, вспомни Last of Us. В прошлом году. Last of Us — это конкретная экранизация игры, а это как бы экранизация как бы книг. Лучше книжку почитать, лучше траву пойти потрогать. Neutrality has consequences too. You're right. Embrace. Well, that's deeply worrying. Everything that's happening. It's all connected. And she's at the center of it. If war is coming, there is no hiding her from it. You sure about this? Are you? Херен, у меня чат закрылся просто так. Сам по себе. History has a way of repeating itself. The dangers we've seen foretell an even more menacing future. For the first time, I understand real fear. We're witches. Is that so?
I'll never get over how cute they look for monsters. And they're like, no, please don't hurt me. And then wow, fangs, just like a boatload of fangs, all up in your business. Паш, ты тут? Я еще не пришел, видать. Epic Games. Witchfire. Я пропустил. Анонс Witchfire. Так это не анонс, это ее анонсировали еще год назад, по-моему. О, я этого чела вижу частенько на YouTube шортах. Какая-то VR по eBay? Да, для PlayStation. Видать, не хватило места на PlayStation Showcase, вставили здесь. Crossfire. А может и был, я не помню уже. А, по-моему, был Crossfire, но только здесь трейлер получше. Там вообще какая-то невнятная залупа была. Этот выглядит трейлер получше, чем тот. Black Desert! Лагучее говно, ПБГ! Ремнант 2. Мы недавно с Ваней Рюской проходили первую. Такая херня на разочек. Особенно за бесплатно. БГС нам раздали. No turning back after this. You sure? Здорово, Ракири. Это, короче, что-то типа Диабло. То есть уровни генерируются сами там, хуйня. Только рандомного лута нет вообще. All right, we have much more Summer Game Fest to come, including a first look at the gameplay of Alan Wake 2, the world premiere of the new season of Fortnite, Call of Duty Season 4, and maybe a few more Alan Wake, показывай. As we go through today's reveals, use the hashtag gaming on TikTok to react to the news. And we want to welcome everyone Первый взгляд на 4-й сезон колды Modern Warfare 2. Возможно, анонс 3-й части. Metal Gear 6, давайте. For watching more than 30 minutes of the show. Now, speaking of surprises, another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game
built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. Так. Соник? Новый Соник уже? Тихо. Ну, наверное, те, кто ел Sonic Mania. Классическую Эми добавили. Да. И, скорее всего, кооперативная игра. Оно и видно. Но визуально прикольно выглядит, мне нравится. О, чувствую, Гиры сейчас там Сити дрочат. Sonic Superstars. Да. На все платформы. Это везде. Эксклюзивный скин на Эми Роуз. Так, а это... Ага, осенью 23-го. Вот и первый крупный анонс, считаю. Ну, This past такой же April, крупный, как Honkai Space Star Rail launched, and as you're about to see, the game is bringing an exciting new character to space fantasy RPGs. However, we don't just have a new peak for current players, but also for those awaiting the game's release on PlayStation. Take a look. Так, Honkai Rail Star. I wish this universe had a few more things to do. Don't you get bored when you cross the map every day? Team Trailblaze back from duty. Mission 1 accomplished. Where's our next stop? I can't wait. Another busy day ahead of us. For the cloud. Boom! From the boat! The tournament's starting. Ну, руки, тебе контент завезли. Продолжай. Strike first. Need a hand? My pleasure. Let's see some sparks fly. Huh. Never mind. I miscalculated. Can you let me have some fun this time? Time for a buzz. Extra speed, too slow. Later this year on PlayStation. All right, inspired by the story of Pinocchio, Ну, значит, фанаты Lies есть. of P is a Soulsborne-like game from the team at NeoWiz, which is coming to Game Pass, PlayStation, Bloodborne and PC 2 this year. от других Well, if you're разработчиков. wondering exactly when, we have news to share with you on its release with this brand new trailer. Так. Brand new трейлер. Lies of P. А, утечка была, дата релиза. Да, и когда? Где-то, по-моему, в августе, что ли, 19-го вроде. Ну, ок, чё? Очередной соус говно. Но это потенциально, может быть, даже будет не говно. Увидим. Визуально, во всяком случае, выглядит неплохо. И по арт-дизайну, и по, в принципе, графону. А как играться будет, это хуй знает.
Что, блядь, Мальвина? Че, ни одного ни говно не было, но это база. Вечно механизированные руки. Ну, как будто японские разработчики, да? Это обычно у них такая фишка. Listen, pal. Nice landing, but let's not make it a habit. Сентября 19-го. Тот же день, что и первый Mortal Kombat. Ошибся на месяц, ну ладно. That's right, a demo for Lies of P is now available across PlayStation, Xbox, and PC. Ну, демка доступна. Prepare for the release on September 19th. Now it's time for the reveal of a visually stunning new game based on a classic manga with a story and world created by one of the most celebrated anime artists of all time. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal for the first time here at Summer Game Fest. I think you'll be pretty hyped once you see the gameplay, all built in Unreal Engine 5. Here we go. О, на новом движке. Интересно. Аниме. Чё за рад скорпионы там? Это тарямовская типа игра. Странно, я почему-то думал, что... От создателя Dragon Ball. Да-да, ну я говорю Тарьямов. Я почему-то думал, что игру уже анонсировали. Или это я видел трейлера? Где, суки, мой Драгон... Как он, блядь, называется? Будакай будет потом тебе 4-й. Ни в один Будакай не играл. Где мой Dragon Quest 12, твари? Вы обещали. Sandland. О, новое название. Бандай Намко, а где ж Tekken 8, а? В следующем году ждет свой Tekken. Sandland, get ready to become an unlikely Нет, hero анонс adventure where you don't need to be бета-тест. human to save humanity. That's coming from Bandai что, Namco, обещали? and we're excited Ну, to see утечка more of it была soon. по картинке. Independent games are such an important part of the industry, and one thing that's very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from iam8bit and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. Stray? DLC? Да, сейчас просто нарезка, мне кажется, всякого. Так, демка Lies of Peace. Сколько ты видишь? 23 гигабайта, сука. Анапурна. 29 июня. I wonder what that was at the end. We'll find out later this month. All right, next, we're stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games with an always-changing environment, massive scale, PvPvE, and the ability to transform into creatures to battle across land, sea, and air. Here's a look at Throne and Liberty. Our guide
NC Soft, даже корейцы, да? Кто? NC Soft. Не в курсе. Южнокорейская компания, да-да-да. Всякие Guild Wars, вот, Lineage, Айоны, это все ихнее говно. Короче, это Warcraft корейский, и с донатом по-любому. Че, русские, пошли качать, играть? Корейцы могут не в ММО, но... Что-то у корейцев, по-моему, было не ММОшное, но в первую очередь всего Корея ассоциируется с ММО. Уже потрогал, вижу, что говно. Тут надо качать быстрее. В Steam есть Throne and Liberty? Ну-ка сюда. Технический тест есть в Steam. Вижу Throne and Crown. Нету нихуя? Ну, страниц, значит, не добавили еще. On Steam right now. I'm sorry we don't have any free Steam decks for you right now. But on June 19th, Steam Next Fest does return, giving fans a chance to try out hundreds of new in-development games. One of them is the free-to-play medieval fantasy sword-fighting game Warhaven from Nexon, which lets you transform into supernatural immortals. Here's a new look. Че, очередной Chivalry? По-моему, я слышал Immortals of Aveum. О, господи, кто это? Ну, короче, да, это очередное типа Chivalry, только более аркадное и с большим мясом. И, видимо, с магией. Warhaven. А, Warhaven. Hey, this is not... Потенимус, когда, блять? Заебали. Ты прям ждешь? Ну, я демку играл, вроде прикольно. Обещали в 23-м. Когда? В 23-м. «20 сентября, ну наконец-то, блин. Ау. Давайте все в сентябре, да? Да, вот и Mortal Kombat, все давайте в сентябре. Ёбаное лето пустое, но давайте все в сентябре. Нет, Потенимус это не Fall Guys, это типа файтинг. О,
Crash Team Rumble. А можно просто нормального крэша, блядь, одиночного? Мне надо парашу, блядь. Так, это у меня или у всех Нет, это было? вот у всех. Понял. Ну кто, блядь, просил о мультиплеерном краше, сука? Никто. Где новый краш? Где новый Спайро, твари? Где хотя бы порт, сука, 20 июня. Так рейсинга, блядь? Фанаты? А, я прав. Не. Вот реально, блядь, есть картинг по крашу, и он только на консолях, блядь. Причем Да не на будет. PS4 Уже Да, все. конечно, не будет, у суки, блядь. Я хочу на ПК 60 FPS с нормальным мультиплеером, вся хуйня. И чтоб не в 30 FPS, блядь. Это наружный продукт, к сожалению, да. Вот, блядь, вообще не верю. Welcome back to Summer Game Fest. Isn't that great? By the way, Crash Team Rumble is going to feature playable Ripperoo and Engine, Neo Cortex's right-hand guy in Season 1. Now, it's time to change the topic and descend into madness. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. Sam Lake. He's come all the way from Sam? Finland. Please welcome from Да. Remedy, Да, Sam Lake. Drama! Good to see you. Пока Looking твой dapper геймплей as always. Thank you. Thank you. Well, we are so excited because when you announced Alan Wake at the Game or Alan Wake 2 at the Game Awards, you said 2023. We are in 2023. It's coming this October, and we are so excited about this, Sam. I know it's been a long time coming for fans and for you. 13 years since the first Alan Wake. So tell us a bit about what can we expect in the sequel. It's been quite a journey, yes. Yeah. Alan Wake 2 is Remedy's first survival horror game. We have two playable characters. It's a 50-50 split between them. They are on their own separate terrifying journeys through two different worlds, and yet it's all connected. And the player gets to switch between them at given points in the story as they choose. Yeah, we saw, obviously, at the PlayStation event, you revealed Saga, the second character. Tell us a bit about her. She's in Bright Falls, and she's sort of living a narrative that Alan has written. Is that right? Well, that's a good question to ask going into this. So, yes, we have Alan Wake, our title character, of course, trying to escape from the nightmare dimension of the dark place. Yes. And then we have Saga, our new hero, FBI agent, coming to the Pacific Northwest small town of Bright Falls, together with her partner, Alex Casey. Okay. So how, and they're somehow linked in some way, right? They are coming to investigate Yes. a series of ritualistic murders. Okay. And very quickly, the investigation turns into a nightmare when they discover pages of a horror story. Maybe written by a certain missing writer. By the initials AEW. And this horror story starts to come true around them. Interesting. So obviously, it's, you know, Alan is still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but Saga, this is sort of new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about, you said split 50-50. Do they have separate missions? How? Because I think you can play them in sort of different sequences or orders if you want, right? Yeah, we go into the experience playing as Saga, and it's a sequel, but it's also a standalone experience. We are not expecting everybody to do homework if they have not played the original game. This can be enjoyed as is. Saga doesn't know anything about the lore, about the supernatural in this world. She will be going in very quickly. She has to learn to survive. And with that, all the players will be on that journey with her. And then we open up the experience so that you can hop to play Alan Wake in the dark place as he's trying to find his way out. And you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation goes on.
and you are free to switch between them. There are a lot of connection points in many surprising ways, but there is no right way to play through this. You can choose. You can go on as Alan all the way close to the end, or as Saga, or you can keep hopping between these two sides of it. Well, you're always so good at kind of telling challenging, interesting narratives in unique ways. I mean, Remedy's always been known for that, and you especially. So we can't wait to see how these stories intertwine, I'm sure, throughout the experience. Today, though, I know you brought with you some gameplay of Saga's adventure. We're just going to see a raw segment of the game, right? Yeah, raw gameplay for the first time ever. This is early on from the experience. They're hyped, Sam. They're ready for it. So tell us, what are we going to see? Supernatural forces of darkness have brought the murder victim, in this case, back to life as a monster. And Saga is outside Bright Falls at Cauldron Lake, trying to find him and stop him. Okay, with that, let's take a look at raw, unedited gameplay from Alan Wake 2. Thanks, Sam. Вот и сейчас будет геймплей. Sounds like somebody's home. Светом ебошь. Ну, механики с светом такие же, как в первой части, плюс-минус. Ром играл в первую часть? Нет, я вообще не знаком. Первую часть что врагов совсем... дамажить, ну сначала светом их ебашить. Здорово, Гирыч. Здорово, Сань. Бери дробовик, дура. The text on the heart is clearer now. Legible. I knew it would be here, like I saw it in a dream. I'm glad you're on this case with me, Anderson. Если это весь геймплей, который они сейчас показывают, это был хуёвый отрезок. We were all trapped in a horror story. И повторный трейлер, который был на PlayStation Showcase. There's something I'm forgetting. Something important. Something's not right. Ну, то есть в игру я верю, но конкретно отрывок геймплея был матча ебаный. То есть ничего в нем не было такого, чтобы ебать, вот это да. Warhammer. О, смотри на 2, Саня вовремя подошел. А, что любимая?
Avarax and Kadaku. I'll be straight with you, Titus. Нафиг не знал, I что здесь have my будет кооп. reservations about your reinstatement. There could be questions. Will that be a problem? No, Captain. А он не успел встретить с момента выхода? Я не думаю. А, собственно, на момент выхода геймплейно был такой, не самый лучший, как бы. Геймплей работал, и ладно. Eviscerate this abomination. Abomination. Come forth and be slaughtered. Они сказали, кооп, компания. Где кооп? Покажите кооп. Где? Ну, графонимся и ебать просто. Open the gates. На 3 ебла. Care to see if we can slay more Xenos for the Chiron? I got a piece of that stuff. Что, Сэм, придется покупать, что ли? Hold them back, damn it! For Ultramar! For the Emperor! Это зимой. В декабре уж точно. Так, чувствую, время покурить второй раз. Кстати, осталось полчасика. Час. А, это твой стрим идет 1,5 часа уже. Да, ваше высочество. В 24-м. Beautiful indie game, yes, Your Grace, Snowfall. Now it is time for another global game announcement, and this one comes from the minds of Saber Interactive. Так, еще один крупный анонс сейчас будет. And yes, horror master John Carpenter. It's a brand new world, a brand new story, and looks like a heck of a lot of fun. Check this out. We gotta be ready. Nobody half-asses it this time. Ruby. On my mark. А? Это же голос Валькирии с Апекса. 3, 2, 1. Токсик команда. More unexpected collaboration. Sean Carpenter and Saber with Toxic Commando. That looks tons of fun. You guys think any of those zombies made it? I don't know.
All right. Well, this August brings the long-awaited full 1.0 release of Baldur's Gate 3. And today, a new member is joining the cast. We're about to see the reveal of Lord Enver Gortash, the commander of a mechanical army of Steel Watchers. He's a second antagonist and is voiced by a familiar name. Enver Gortash, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within Baldur's Gate, and ты without? удачно пришел. Был анонс Toxic Команда. И там актриса, которая озвучивала Валькирию из Апекса. Какая-то известная актриса? Да. Я не помню имя, но по голосу я узнал точно. Ну ладно. You can be my equal. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. They can only break. I want Русский в это играем? glory, not scorched earth. Friends, allies, to my side. Let us usher in a new dawn. This city is mine. I'm not ready to call you enemy. What do you say? Shall we be allies? 31 августа. You said it was under control. It isn't you I answer to, Gortash. Мы это действительно недавно с ребятами проходили первую эту Divinity. И вот после Divinity смотреть на этот графон просто ебать. All right. This fall, Marvel Games and Insomniac are set to bring Spider-Man 2. Так, ну чё, Паук. Sounds like you guys are a little hyped, so to tell us more is Brian Intihar, Еще game подробности director новой игры. at Insomniac. Brian, thanks for coming by. I know you guys are deep in development. First of all, it looks like you have some fancy art Через 2 behind года. us. Is this the box? This is the box. Okay. You know, this is it. Here it is. I mean, it has 2 on the box for a reason because this game features 2 Spider-Men, so we're really excited about it. Absolutely, Peter and Miles, we're so excited about this, experience that you guys are doing with these sort of 2 characters. We saw some great gameplay at the PlayStation Showcase, but I want to talk about the 2 villains, I think, in the game. There may be more. There are more. There are more out there. I 2 promise. main ones, but we have some new art to show of. We obviously Kraven. We got the reveal at the PlayStation event. So tell us a bit about him and how he factors in. Kraven's very different from any character we've done. He's not, he's Заранее это говорили еще. Да, это. He's just the best hunter in the world, and he's coming to New York for his greatest hunt. And what's better than all of the Marvel characters that live in New York City? So Peter, Miles, and others, he's on the hunt. And others, ... Yes, yes. But Venom also, obviously, Symbiote is a part of Daredevil the покажут, gameplay. Не знаю, о, Веном, ёптать. Good Вот reaction в этом to the вся art. суть игры. I'm glad you're happy. I don't know how much you're going to tell us about Venom. Is this, can you tell, is this an Osborn Venom? Can you tell, what's the origin of Eddie Brock Venom? Or? It is not Eddie Brock. Okay. It is not Eddie Brock. Okay. Не будет Эдди Брока. Это просто симбиот будет. Это не Эдди Брок. In the comics or the movies yet. Obviously, we love Venom for a reason. Yeah. Там Эдди, All those может, и things we будет. love about the character are going to be there. Но как How the Веном story точно plays нет. out, Who is Venom? You have to Ну, может, play под the game. конец его симбион заберет Really? себе. Wow. Okay. There's a bit of a tease. Now, obviously, the Скорее всего, symbiote это, is a как big его, part of блядь, the дружок gameplay, Паркера. and one of the things I think we were all struck with the footage that you showed at the блядь, PlayStation забыл. Showcase was, how that is going to really impact the gameplay. Молодой playing Осборн. as, Peter. So tell us a bit about that and how, the gameplay is going to be dramatically different. Yeah, I mean, I think you saw it in just the raw power, the strength, and even the transformation of Peter's moves in that gameplay reveal. Yeah. He's we call him the acrobatic improviser, him and Miles, but you can tell there's a lot more strength, a lot more raw power, aggression, which you saw both in the moves and how Peter talks. So it's not just what happens in gameplay; it's what happens, how the story plays out. Interesting. So how it affects him as well. Yeah, Go I mean, through the you story. saw some of that, and there's much more of that journey when you play the game. And I know the journey is also more expansive. You've got Queens, Brooklyn, so even more of sort of I mean, the city right? is pretty much doubled in size. So it's Manhattan, Queens, Brooklyn, and then being able to use the web wings to traverse at speeds way faster than they were before is really awesome.
hugely ambitious game you guys have been building over the past few years. We saw at the PlayStation event, it said at the end, fall 2023, and I think we're like getting close to that. Are you guys feeling confident that you're gonna make it this fall? You know, Jeff, I know you like exclusives. Yes. And I can promise you we are very confident what we're going to tell you right now. Oh. Yeah. Okay. Yeah. Let's take a look. Геймплей новый. Last of P, да, но после этого, потому что 23 гигабайта. 20 октября дата релиза. А ее разве... Нет, до этого нет. Spider-Man 2, exclusively on PlayStation 5. Got it. Awesome. Well, Brian, thanks so much for stopping by. I know you got a lot of work to do. Октябрь. Wrapping up the game, and we'll check it out in October. Thanks, Brian. Могли бы немножко геймплея еще показать, штуки. Now let's take a look at Pal World, a multiplayer open-world survival crafting game where you can befriend and collect mysterious creatures called Pal, who can also fight. In other words, it's kind of like Pokemon with guns. And then we're going to look at the Land of the Morning Light, a new expansion to Black Desert Online, which recreates the mythical folktales from Korea's Joseon Dynasty, and some huge bosses too. Pokemon with guns. Да, кажется, тоже ее видел. Да, все начинается так миленько, а потом как калаш. Ну это же покемоны, блин. Да, чистый покемон. Калаш. Сука. Охуенно, да? Мир, типа мир покемонов с пушками, блядь. А можно мне покемонов, которые выглядят вот так же, блядь? Рюска, высер говна! Ну, ранний доступ 24 года, января. Так, первый Эбис. Что у них, я не помню. Что это вообще такие? Это, ну, это студия такая. А это? Это я и пытаюсь вспомнить, что у них. Известно, что ли? Ну, не совсем так. Очередное ММО говно? С донатом? Black Desert. Я уже чую, как рисуют пром с девками. И не только с девками, с покемонами еще тоже, по-любому. Черный дезерт. Ну, 14 июня уже вот-вот. Our story is more than what hobbits and elves know. It is time. Выживаешь про гномов в море. With hammer and axe we mine and scout. Across Middle Earth, delving for riches. Yet the greatest treasure remains out of our reach. Moria. Ну, выглядит дешевенько, но... Come, my fellow dwarves. Rally together. It's time we took back our home. Я шо, пиздатая шерстка с боями? Голума тебе дали, что тебе не нравится? Опять рекламируешь широкий монитор. Ну не для гейминга точно. Опять рекламирует Battle Pass.
Так нет, это типа обычный этот фиговину в телевизоре. Что то, что это? Alright, now we're going to look at an exciting new mobile game from a legendary franchise. Голове даже Так, тоже мобилька. бесплатно скачаю. Мобильная игра. Уберите это говно с экрана. Подожди, финалка? Что за, блять? Мы все еще не знаем Сефирота. А это тот, который как бы ремейк, но под мобилки. И он будет эпизодами выходить. Я, по-моему, год затрансировали, или больше даже. Тут причем будет как бы ремейкнута не только оригинальная, как бы FF7, но и Before Crisis и прочее говно. Типа хотят всю компиляцию финала заремейкать вот таким образом. Ever Crisis. Да-да-да. Кризис скоро, Ever Crisis. Что еще будет? С кризисом ваше связано. мобильное говно, блядь. С гачей, с основным говном. Now, speaking of Final Fantasy, Говоря о Final Fantasy. Так. О, покажут семерочку. DoorDash has your back. You can get a free burrito when you order from Taco Bell using the code GameFest. Ну ты сука, блядь. Наебал. Final Fantasy 16 prize pack. FF9 ремейк, кстати, ходили слухи про ремейк. Девятки. Now here's a look at a game we debuted last year at TGA. Banishers Ghosts of New Eden, the story of two ghost hunters in the haunted wilds of North America. Наебали знатно, да. Сука такая. Life to the living. Не свести денег не будет. Don't know, что-то знакомое, блядь. Banishers. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. Да то ластер, сука, точно, блядь. I want us back, Red. А, они же еще этот вампир, по-моему, делали, да? Что же Don't I want to live. As the man says, we face a choice. Даже вампир Remember Me. А. I banish you. Death to the dead. Do we kill? To be together again. Or do we part forever? Come out, wherever you are. Come on, show yourself. Red. Every bloody time. Изгнатели. Сега. А это еще нормальный геймплей, Якудза. Русские на PS2 были хорошие битэмапы. Стратежка была. У этой, по-моему, дату релиза уже слили. А можно как бы Кирю, блядь, на покой нахуй брать, блядь? Сколько можем ему солить? 到着まで3分何があった？お前らも今回り道すりゃ無事に帰れる。さもなきゃこれから起きることは全部お前らの選んだ結果だ。
Достали курс 7? Нет, это спин-офф. Good morning, Stanley. It is 7:32 a.m. I hope you have a productive day. Change username to just Stan. Боевка как на маленькую сторону. Ну так она будет классическая, да, боевка, не пошаговая. Бля, что, серьезная якудза такая? Якудза всегда, блядь, с пафосом, серьезностью, а потом, блядь, рофлами. How long has it been now? 3 years, 2 months and 17 days. What sort of operation are they running down here? He shouldn't be here. Is someone there? This doesn't make sense. Is someone else down here? Там старая боевка. Ну, в этом гайде, да. А в восьмерке вроде опять РПГ. Под волнами. Ага. Окей. It's a beautiful new game, Under the Waves, and today, incidentally, is World Ocean Day. Fun fact. All right, next, Call of Duty. Так, колда ваша. Новый сезончик. 4-й сезон, да. First ever look at season 4 of Modern Warfare 2 Warzone launching next week. Here's your first look at Vondel, a new Warzone location with points of interest, including a medieval castle, a soccer stadium, and an abandoned zoo. Yep, it's all happening. Check it out. Here you go. Ну, персонаж никто будет, как с первой части. Больше всего в новой колде меня интересует режим ДМЗ. Что, сука, странно. Это новая локация в... Ну да, в Вандал. Новая локация для батл рояля. Но только это будет для большого батл рояля? Не знаю. Ну, выглядит достаточно большой, я там... Ну, как этот Rebirth Island, то же самое, видимо. Rebirth Island это маленькая. Но это тоже не выглядит большим. Наверное. Хотя и выглядит большим. Бегай! Это город! Бать, новые техники даже появились. Вот и первый взгляд. Today is a big day for video games, but also a huge day for Porsche. The iconic German automaker turns 75 years old today. To celebrate their contributions in the automotive and gaming space, and we've all raced a 911 in some point at a game. Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by 6 famous Porsche race cars. And I'm thrilled to debut the first design here today inspired by the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 Hours of Le Mans. Let's take a look. Да, игры для людей. Что ж, нету игр для людей. Все, забудьте. У нас тут Porsche, ебать. А, лимитированная консоль. Уважаемый Фил, а игры, блядь, на твою вот лимитированную будут вообще? Где-нибудь? На презентации Microsoft.
Где, блядь, Fable? Где хоть что-нибудь? На презентации Microsoft. Послезавтра. Одним расхолом кормят, блядь. PorscheXboxSweepstakes.com. Make sure to stay tuned for the Porsche and Xbox social channels for additional opportunities to get your hands on these special consoles. All right, next. Phoenix Labs are building the next great entry into the cozy farm sim genre. We all like a cozy game inspired by classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news for PC players too. Let's take a look at Fae Farm. Dear friend, life in Azoria's been treating me well. Ого, выглядит как говно. Before I know it, they turn into seasons. Кози Гайнс, да. It's been a breath of fresh air. I think we found a way to get cozy and settle in. But there's something more I've been itching to explore. Realms where magic comes to meet us. As long as we're prepared, we can face anything. So, what do you say? There's so much yet to discover. Are you ready? Да что, сука, с вами не так? Чего вы орете, блядь? There it Кого-то is, Иисуса Fae Farm увидели. and Mortal Kombat in the same show, only at Summer Game Fest. Now, please welcome Ben Brode, Chief Development Officer and flannel enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Ben? Man, you guys have been on fire. Last time I saw you was at the Game Awards when you won Best Mobile Game. Чё Seems здорово like you've been такой, very блядь? busy. We're excited about the Spider-Verse content you've been doing. Lots going on over there, right? Yeah, it's been exciting. We've been doing a bunch of new features, some of the wildest cards we've ever made, and some new game modes. Yeah. Yeah, new game. Is that a segue, Ben? Certainly, yeah. I'm excited to announce Marvel Snap's biggest update ever. We have a new game mode coming next week. It's Conquest mode. It's a great way to get a super competitive experience and some exciting new rewards. But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go download it right now on your mobile device or early access on Steam. All right, Ben. I love the enthusiasm, Ben. That's what I got. That's you. You're made for YouTube. All right. Well, we heard you brought something fun with you for us to watch, right? Oh, yeah. So, listen. I am incredible at card games, so I often win. But some people, and maybe you've had this experience, Jeff, some people lose. Yeah. Okay. Fair. And I like to think it's because they suck. No offense, Jeff. But sometimes, sometimes it's because they might just be a little bit unlucky. Cue the tape. Oh, snap. Okay, I don't have an ideal hand of cards here, but that's fine. I'll see what I А, draw. in это же future тот turns. ютубер Anyway, let's reveal the смешной. first А location. что он актер озвучка? Labuntus 1. Each player destroys their deck. Okay, I guess I will work with what I have. I'll play Medusa on location number 2. She gets +2 power. And let's see the next location. Clover Dangerfield has a 25% chance of destroying your cow. Okay, well, I mean, 25% isn't that bad. And it's gone. Okay, well, I have some powerful cards in my hand, so I can just wait. Let's see the next location. The Big Barn. Players cannot play 4, 5, or 6 cost cows. You gotta be kidding me. Also, if you don't play a card this turn, you have 0 friends. No, you're just being mean. Слушай, громче, то мы не верим, что рекламируешь хорошую игру. Но реально орёт, блядь. Fortnite, новый сезон в джунглях с Кто до сих пор еще трансформером. не слышал про эту игру? На самом деле, русские, ты удивишься, но это очень популярная игра. Среди тех, кто играет в карточные игры. Arthur Legends Rise, a new cross-platform UE5 game for mobile and PC, a Fantasy Squad RPG adventure that is available to pre-register today.
Risked everything to save your kind. Да, ебать, какой женерик. Fight with honor. Vanquish the wicked. And you may prove worthy of your legacy. Король Артур. Возрождение легенды. Ну и... На мобилочке. Да. Wayfinders, do you remember the fall? The gloom descended on Skylight. Пойти посрать, что ли? To protect the beacon and paid a terrible price. You fell, and the world was broken. Remember who you were, who you are, and return to us. This world needs champions. Окей. Что это? Вот и форточка. О, Fortnite, лучшая игра, джунглях. новый сезон, с Оптимусом Праймом, ау. Блин, у FN движок прикольный, я поиграл там в одну карту вот эту и все. Steve, seriously, you don't stand a chance. Странно, они прорекламировали. У FN движок, ну или этот... Ну да, редактор, блядь, по Unreal, вместо того, чтобы показать тизер нового сезона. Good morning, scavenger. Scan your surroundings to retrieve and recycle anything that could be of value to Scavex. Ого, выглядит как говно. Space Trash, ну да. Captain's log, stardate 43152.4. Стартрек. Our fleet is cautiously entering hostile Не похоже. В смысле, не похоже? Да корабль Стартрека пролетел только что. Ну и как бы и Борги. Эх, вот раньше были нормальные игры по Стартреку. А сейчас... Бесконечность. Hey there, Summer Game Fest 2023. It's Will Arnett here. Yeah. Right? My buddy Anthony Mackie and I have been working on this for some time now. We're really excited to share with you Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th. And I'm very excited to share a sneak peek of the character of Sweet Tooth, who I had the pleasure of voicing. Hope you enjoy it. Check it out. This is gonna be fun. Swung a little wide there. Well, aren't we a tall glass of water? Me, I'm more of a Hawaiian punch. Почему у него башка не горит? I'm guessing you don't fight much outside of your car now, do you? Look, Clown, I don't need four wheels to kick your ass. Any chance we can get this back in the cars? How about a little kill music?
sounds like a truck. Sounds like what? All night long. Let me see that thong. Like it when the beat go. Da-da-da-da. Baby, let your booty go. Da-da-da-da. Girl, I know you want to show. The thong. Do you love the silver-haired god? Then don't lie to me. Yeah, man. Look, I listened to Unleash the Dragon so many times the disc broke. I'm not a liar. But you said you were coming to my show, and then you shot at me. It was a misunderstanding. I've been getting shot at ever since I can remember. It's forced habit, I guess. Sounds like you have trust issues. Ой, на стриминговом сервисе Пикок. Ну да. Блин. Но Пикок в последнее время, по-моему, выходит много всякого достаточно... хотя бы высоко оцененного. Но выглядит, конечно, This new как hack говно. and slash game with a tactical twist allows you to do just that. Brought to you from France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the Time Shift Warrior, coming later this year to PC. Goddess of Time. Receive my light, Lisfunga. Let Этот, this что ли, power второй? flow through you and fight again alongside your А, нихуя. I'm here again. That's another me. I look good. I rewind. I begin again, but with another me to fight with. You're coming with me. You're not the only one who can be in multiple places at once. Пресс-версии «Писки времени для бедных». Нет, пресс-версии «Писки времени для бедных» анонсировали в самом начале. Onwards. I can feel that there are more. Лисфанга. Звучит как болезнь. Very cool independent game. All right, next up is a brand new IP from Ascendant Studios, a single-player, first-person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and fluid. It's an FPS. Его, блядь, Immortals все like Doom показывают. with magic. It also has a great cast Дом с магией. led by Darren Barnett as the main character Jack, and he Там joins us превьюхи now. Hey, были, Darren? слушай, говорят, все круто, но главный герой просто, сука, This невыносимый. is such a cool game, super high production value, spectacular gameplay. Tell us about the guy you play. You're the main character, Jack, right? Yes, I am playing the main character, Jack, as seen behind me. He is Что a заебало battle на mage экран that вышел? Ты controls кто all вообще? three forms of magic, triple threat. Представься, He's мразь. brash, he's funny, but he gets Даррен Бернетт. Well, it's the gameplay, as we've seen, Ни о is чем не so говорит. fast-paced. There's so much action in it, with all the spells, the spell casting, and the magic. What can you tell us about the story and sort of how this battle mage, Jack, comes in? He sort of becomes a battle mage, right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's I guess they call him a street rat, is what he was. But he, during a time of intense trauma, he summons the power to control magic. Becomes part of the Immortals, which is like the elite Navy SEAL squad of this world called Avium, and they are in the middle of an ever war fighting for the control of magic. Okay. You have a great cast. You, Gina Torres in it. Lots of amazing actors in this incredible, really high production value game that's coming out this summer. We don't have to wait long for it. And I know you brought something with you to share today, which is a gameplay sequence, which is one of the most epic sort of parts of the game, right? Yeah. So this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself confronting Sandrak directly, who is the top villain of this game, and trying to end the Everwar. And it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. It's wild, so let's take a look. All right, let's take a look at some brand new gameplay from Immortals of Avium, which comes out this summer for PC, PS5, and Xbox. Thanks, Darren. Thank you. Sandrax literally pushed us to the edge. Everyone that can fight already is. And we're still losing. Welcome aboard, Immortal. What's our bearing, sir? North by northeast, 5 knots.
We'll catch him, sir. Get to the control room and protect Selko. Zendara and I will hold off the Rashanians down here. Got it. Gotta get to the control room. А хрен знает, Гирыч. I want to be an immortal. I want to fight this war as one of you. You're what's called a triarch. The Pentasod has gifted you with the ability to manifest all three colors of magic. Да, все слишком сложно, чтобы все это запомнить нахрен. We're only going to win this one together. Sigil up. Love that we get to show you guys so much amazing raw gameplay today, and that game looks incredible. Coming out this summer from Ascendant and EA. Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite, and tomorrow, Chapter 4, Season 3 Ну вот, и будет сейчас первый взгляд на новый сезон. Cinematic trailer to preview the season. The center of the island has collapsed, revealing a vast hidden jungle with ancient secrets to discover. And of course, в котором там будет трансформер where you can unleash the power Optimus Prime. of Cybertron. Here we go. О, форточка. Опять храм очередной. Очередной. Новый биом, джунгли. Ауф. Ездовые животные. Ну да, кататься на них можно. Само собой. А чё, вид от первого лица завезут? А волраны завезут? Нихуя ж не завезут, да? Вот Optimus Prime. Форточек это скоро снимать киберзон догонит. Ну вообще, если захотят. Мини Optimus Prime.
Ну ладно. Fortnite Wilds launches tomorrow. Завтра. Finally, guys, it's time to get to our grand finale. Финал. It's a deep honor for me to present Кодзиму, What you're показывай. about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again. Да, This давай game comes Кодзиму, from a studio сиквел. that surprised the world and redefined the RPG genre with its iconic Знаешь, characters не and Кодзиму. rich storytelling. I want to RPG. thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. The rumors were true. Half-Life. Слухи правдивы. А, финалочка. Нормально. Amidst the wreckage of the expressway, search and rescue operations are already in progress. Открытый мир, вся хуйня, давайте. Just look at it all. It's so green. Even after everything we've done to it, it's still going strong. It may look that way, but in reality, it's barely hanging on. I was wondering, what's Cloud been doing these past 5 years? Where's he been? And Коматозе you're валялся. asking me this? This is gonna sound crazy, but as far as I know, Cloud was never in Nibelheim 5 years ago. The life stream. It is the very essence of our star. The blood coursing through its planetary veins. According to Hojo, they're connected to Sephiroth. Shadows of the Man, I believe he called them. Sephiroth was in Midgard. We fought him. Whatever happened, he's alive. But why come back now? After 5 years, doing who knows what? О, глюки у Клауда, все как надо. Well now, think we woke it up. Angered it, more like. Feast your eyes on the Turk's latest and greatest, Elena. She may be new, but she's still a Turk. Тут среди красного потерял. Вопрос. They say she's a monster, that she can peer inside you, into the very depths of your soul, that she can become those you hate, those you fear, those you love. Green. You murdered my dad! You burned my village! You know that I killed her. So, who is she? Перерождение. На двух дисках. На двух, блядь. Ну а чё? There you have it. That was Final Один Fantasy установочный, VII другой Rebirth coming игровой. early 2024 to PlayStation 5. Nomura-san, thank you so much. All right, that's going to do it for Summer Game Fest, our live showcase. But that Кстати, is not Намура, the что там по end Kingdom Hearts of Summer 4, Game Fest. сука? Stay tuned this weekend for updates on many more games during SGF Play Days, a hands-on event for media here in Los Angeles, including Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, as well as the Так Xbox тоже у and нас Bethesda как бы showcase нихуя on не ремейк, Sunday. а Right now, though, stay tuned for Day of the переписывание Devs from истории. IM8bit and Double Fine, which celebrates the independent game culture with a Первый number коронный, of второй new game похоронный. reveals over the next hour.
We'll see you this summer, later this summer on August 22nd for Gamescom opening night live in Germany. And again in December when следующее шоу будет на Gamescom от Джеффа. Через 2 месяца. Вот и все. Окей, финал был хорош. Ну, не знаю, где-то я варьируюсь между 5 и 6. Ну, я говорю, ничего не ожидай и не будешь разочарован, как бы. Среднячок, в общем. Да. Вот так. Ладно, пойду в Зельду дрочить. Вне стрима? Конечно. Понятно. На часок в Зельду, а потом... Что у нас? Деволвер, а потом спать. Да, так вот. Ладно, Ну, чатик, всё. всем спасибо, всем пока, до новых встреч. Все, раньше времени я тебя это завершил. Ну да. Вот я и думал, типа, что можно ожидать хорошего. Думал, что Тейкен будет анонсирован этот бета-тест, но что-то нифига. Странно. Хотя на сайте Steam Database там какие-то тестеры там подъехали. Уже до 27 дошло. Update History. 15 минут назад. Что-то они... Что-то готовят, не знаю. Не было. Да будет потом анонсировано. Но... в 99% случаев он точно будет. Это же икона. Как бы с первой части он еще и появлялся. Значит, он точно будет в основном ростере. Да и не только он. Ну и чё можно подытожить? Вот анонсировали Принц Персии, очень долго рожали. Когда же вот анонсируют, покажут, и вот, пожалуйста. Mortal Kombat, ну я не знаю, очень сложно даже оценивать насчет геймплея. Движок 11 части, вот можно прям уверенно сказать. Но там некоторых персов мы увидели новых, в отличие от первоначального трейлера. Там будет Джонни Кейдж. И этот... уже забыл, кто там, блин. Ну, неважно. Да, самый-самый главный враг. Вот Соник... Ну, посмотрим, кстати. Новый Соник анонсирован. Вот прям вот... Ну, интересно посмотреть. Кооп, все дела. Блин, а Sega давно говорил насчет повышения цен на свои игры. 70 баксов. Нет, прям тоже интересно.
Как Марио. Надо завтра, я думаю, Марио продолжить проходить. Добивать хотя бы основную часть игры. А дальше только, что там, секретные уровни, перепрохождение, чтобы потом все на 100% проходить. Так, поешка вторая. Короткий тизер. Николас Кейдж в качестве персонажа в DBD. Witchfire. Ремнант второй. Sonic Superstars. Lies of P. Honkai Star Rail на PS5 выходит. Sandland как раз. По манге Акиры Ториями. Warhaven, Warhammer, Toxic Команда, вот новая игра. Жди. Сейчас, где этот Твиттер и... Блин, как же звали эту актрису, которая Валькирия озвучивала? А, Эрика Иши. О, я ей даже имя не помню. Вот она, по-моему, как раз в Токсик Команда как раз участвовала, видать, в озвучке. Только не знаю, в Твиттере она ничего не писала. Видать, нет. Но похоже, блин. Озвучка так похоже было. Так, что тут еще было? Балдура третья. Финалка на мобилке, понятно. Якудза Гайден. Underwaves. Кауда. Сериал Twisted Metal. Ну, прикольно, конечно. Больше экранизации по играм. Вот. Гран Туризма рекламировали. Ну и все, да. Блин, ну трудно сказать насчет первого Mortal Kombat. Ну, геймплейно похож на 11 вот с виду. А вот я вот не помню, вот, а были ли воздушные комбо? Это, наверное, какая-нибудь новая механика, что ли? Хотя я не помню точно, были в 11 части или нет. Ну, там еще камео из классических персонажей, из первой части точно. Ну, там не первой части, и там и Джакс со второй части. Ну, блин, $70, конечно, это очень дорого. Что там уже ожидать-то можно? Там, кстати, еще показывали вроде этот выбор персонажа. Там сколько там было-то этих иконок-то.
Сейчас надо назад просто отмотать. Вот, нашел. Так, 4, да? Потом еще 4, 8, 16, 24. Значит, 24 перса будет. Вот Кенши, вот Сабзира, Китан. Ну, там еще будет больше. Потом камео. Сколько у нас камео будет? 3, 6, 8, 16. Ну, по утечке там Хоумлендер был. Кто там еще был у нас? Ну, не знаю. Трудно сказать. Так. Что там еще этот инсайдер? Билл Кун что-то намекает. За $60. Бля, неужто Соник? Вот прям не верится. Ладно, что я тут еще сидеть-то буду, не знаю даже. Даже не знаю, кого зарейдить так-то. Summer Game Fest провал. Ну, скорее всего, да. Даже не знаю, по сравнению с прошлогодним геймфестом. Ну, как-то, наверное, тоже средний было. Или точно так же. А вот на Gamescom я даже представить не могу, что там крупного могут анонсировать тоже. Но это через 2 месяца только будет. А вот какие у нас там сейчас ближайшие эти мероприятия будет? Вот Девольвер в час ночи. Послезавтра Microsoft с беседой, где там анонсируют игры своих студий. А, нет, ну да, 11-го, это не послезавтра, это воскресенье. Future Game Show в 8 вечера, 10 числа. 40 новых трейлеров для PlayStation, Xbox, Switch, ПК и VR-платформ. Угу. Вот 11-го Xbox. Потом 11-го PC Gaming Show. Тоже ничего не ожидаю там. Final Fantasy 16 Pre-Launch Celebration. Ладно. Вот 13 июня в час ночи Capcom Showcase. 36 минут презентации. Интересно, что ж там может быть. Ну, там точно будет Dragon's Dogma 2. Уже точно. Что там еще-то было?
Capcom Showcase. Exoprimal. А может это... Новый Мегамен заанонсит? Да, вчера, ну, я еще раз повторю, вчера раньше, ну, наверное, все-таки не было никакой договоренности, то, что заанонсят первый DLC к черепашкам Shredder's Revenge. Усаги. Ну и ладно. А вот скоро еще в Ratchet & Clank Rift Apart. Вот это я жду. Пофиг абсолютно. Rift Apart я жду. Хоть и, конечно... Хоть и, конечно, в Стиме игра недоступна, но в других регионах она доступна. Вот надо как-то... Как-то надо подумать, где купить-то. Ну, да, я планирую купить. Она, по-моему, в Турции как раз стоит где-то под 3000, что ли. Ну, если на наше перевести. А то я еще хочу перепройти первую часть на PS4. Ну да, 600 лир. Да, 3000. Да, первую бы неплохо бы перепройти. Ну как мне разобраться еще с DualShock'ом, у которого левый стик вверх не до конца ведет. А новый DualShock покупать я даже не знаю. В общем, вот. Такие дела. Rift Apart. Потом, что из такого свежатиного может? Свежатина. Ладно, надо заканчивать уже. Больше нечего добавить, в общем. В общем, на этом все. Ладно, тогда завтра, если получится, конечно, заведу Марио 3D World. Надо добивать. А, в субботу, блин, я буду... В субботу я не буду стримить точно, потому что финал Лиги Чемпионов будет. В воскресенье тоже не знаю что. Ну вот завтра и со следующей недели что-нибудь да будет. А пока на этом все. Ладно, спасибо, что смотрели этот стрим. И, наверное, увидимся завтра.